Ну и последнее, дед Хасан. Слушайте, все каналы показывают. Что умер великий космонавт, великий писатель. Толстой меньше показывает. Это ж чудовищно. Все каналы. И тюрьму, и зал прощания, и кладбище, и всех родственников, и всю историю. Он вообще лицо России. Это ж страшно вообще. Вот комитет оппозиционной политики должен этим заняться. Это о чем думают дети? Вот герой, давайте с него брать пример. Вместо Павлика Морозова появятся внуки деда Хасана. И будут гордиться тем, что дедушка творил такое беззаконие на территории России. Сегодня в центре Москвы совершено покушение на одного из самых влиятельных представителей криминального мира, вора в законе Аслана Усаяна, известного как дед Хасан. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда Усаян выходил из ресторана. Раненого авторитета отправили в Боткинскую больницу с тяжелым ранением, где он скончался. Известный в России криминальный авторитет Аслан Усаян, которого в узких кругах назвали дед Хасан, начал свою преступную биографию еще до наступления перестройки и развала СССР. Имя мужчины знают даже те, кто не имеет отношения к криминальному миру, поскольку он не один десяток лет держал мирных жителей в страхе. Переводы в судимости милиции были? Судимость неоднократно. Неоднократно? Неоднократно. Ну, последнее, какие статьи? Да Бог его знает, я уже забыл там, какие статьи. Вором являетесь это? Да. 50 лет стажа ему, я же не могу быть рабочий депо. Аслан родился зимой 1937 года в Тбилиси, по национальности езид, рос в большой семье. Многие его родственники также имели отношение к преступному миру. Усаян уже в молодости начал нарушать закон, как вор-карманник, и в 19 лет впервые оказался в тюрьме за сопротивление сотрудникам милиции. Тогда он получил 1,5 года лишения свободы, но так и не отбыл срок, так как Верховный суд, пересмотрев дело, отправил его домой. Он полиглот, кстати, так сказать. Он на нескольких языках вполне себе сносно говорит. Он не урка, вот в нашем представлении, да. Значит, вот человек, который вот не знает, кто перед ним, там, столкнувшись, он может подумать, что это какой-то, я не знаю, ереванский профессор. Несмотря на бурную криминальную деятельность, личная жизнь Усаяна сложилась успешно. Долгое время он сожительствовал с женщиной по имени Дульшия Авдоева, которая подарила ему сына Надира и дочь Нуну. Правда, последние годы его нередко замечали в компании другой женщины, Даманы. Ходили слухи, что Аслан был лично знаком с Владимиром Путиным. Это произошло после того, как в сети появилось фото президента в кругу мужчин, и один из них имел внешнее сходство с Усаяном. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в официальном заявлении гражданам опроверг эту информацию. С момента первого преступления, совершенного Асланом, прошло не так много времени, как его имя вновь появилось в криминальных сводках. Во второй раз на скамье подсудимых он оказался в 23 года за грабеж и получил 5 лет, но освободился раньше, условно-досрочно. После возвращения снова примкнул к преступной группировке, с которой промышлял кражами и валютными операциями, а вскоре был коронован, получил статус вора в законе. Сколотив собственную группировку, люди клана деда Хасана собирали дань с руководителей швейных цехов, ресторанов, рынков, а также со спекулянтов. Чтобы преступления оставались безнаказанными, Усаян налаживал коррупционные связи с сотрудниками милиции и чиновниками. Самый продолжительный срок в 15 лет Усаян получил в 1984 году. Проведенный в неволе период преступник тоже использовал с пользой для себя. Он наладил отношения с администрацией и поставку спиртного, сигарет, чая и продуктов питания. Взамен Аслан обещал поддерживать порядок в том лагере, где пребывал сам, а также еще в 7 колониях. Решать вопросы деду Хасану помогали деньги. Авторитетные уголовники на зонах должны были подавлять политических заключенных. Воры в законе, они в советский период играли роль рекрутирования новых участников, скажем так, криминального мира, воспитательную роль и роль генералов преступного мира. Одновременно Усаян держал связь с внешним миром. Ряды его клана пополняли новые молодежные банды, занимавшиеся выбиванием денег у торговцев наркотиками, цеховиков и держателей кооперативов. К 1991 году Аслан оказался на свободе. Как и в прошлые разы, этому способствовали взятки и высокопоставленные покровители криминального авторитета. После освобождения большую часть времени он проводил в Москве и на Северном Кавказе. Хасан вышел на свободу, обладая широкими связями в
в криминальном мире и начал строить свое царство. Со временем кланы и представители деда Хасана охватывали все большую территорию. У него были свои люди в Москве, Киеве и на Урале, где периодически завязывались ожесточенные войны. Когда Советский Союз распался и появилось много различных банд, стали регулярно проводиться операции по устранению группировок. Некоторое время Усаян оставался в тени. При этом он продолжал поддерживать отношения с сотрудниками ФСБ и МВД, помогающим ему за вознаграждение достать компромат на его врагов, в случае необходимости посадить кого-то из неугодных ему людей в тюрьму, а также покрывали преступников в разных махинациях. При этом войны между криминальными группировками ни на секунду не прекращались. В те годы было убито много сторонников Аслана, в том числе и носящие статусы воров в законе. В 2009 году в списке убитых в таких разборках вошел и давний друг и компаньон деда Хасана Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. А спустя год Усаян и сам пережил покушение. Правда, остался в живых и с тех пор перемещался только на бронированном автомобиле. Он впервые так близко почувствовал смерть, поэтому на некоторое время снял с себя обязанности, переложив их на плечи ближайших сторонников. Южные регионы России дед Хасан отвоевал себе в кровопролитных войнах 90-х. Но и сам чуть не погиб на передовой. В 98-м Усаян чудом избежал смерти во время покушения в Сочи. Вышел в туалет, а через минуту в зале ресторана раздались выстрелы. Все, кто сидел за его столом, погибли. Это случилось в самый разгар войны между дедом Хасаном и ворами в законе братьями Агановыми. Здесь около 2 часов дня, потому что в начале 3-го Аслана Усаяна уже доставили в Боткинскую больницу, причем привезли его туда его же охранники на его автомобиле. Он был еще жив, но скончался, когда его начали осматривать врачи. Несмотря на большую осторожность, покушение на Усаяна в 2013 году закончилось его убийством. Ну, он долгую жизнь прожил, да, так сказать, и он такой недобрый дедушка, который там всем всегда по прянику, да, потому что я еще раз говорю, что если у него основная функция – это судья, то кто-то бывает недоволен. Это произошло в ресторане. К преступлению был привлечен киллер, который произвел выстрел в голову Аслана, то и послужило причиной его смерти. Похороны прошли на Хованском кладбище. Могила криминального авторитета украшена памятником во весь рост – 168 сантиметров. Среди версий, кто заказал деда Хасана, есть еще одна, самая интригующая и запутанная. Абсолютное большинство заказных убийств это называется свои, валят свои и за деньги, вот, а потом говорят, что это вот внешняя угроза такая прилетела, борьба за передел сферы влияния. Противостояние Тарела Аниани и Аслана Усаяна было выгодно третьей стороне. Это группа раскоронованных воров. Те, кого лишили титула за утаивание доходов и сотрудничество с милицией. В Москве убит вор в законе Руфат Насибов, который входил в клан уголовного авторитета Равшана Джаниева. Именно его считают заказчиком убийства Аслана Усаяна, известного под кличкой Дед Хасан. Совершено покушение на Равшана Джаниева, предполагаемого заказчика убийства криминального авторитета Аслана Усаяна, больше известного как Дед Хасан. Вы не являетесь вором закона? Да, я был. Вор закона. Уголовная кличка есть, погоди. Равшан Ленкоранский, азербайджанский вор, сын погибшего милиционера. Первый срок получил 17 лет, но судья застрелил из пистолета убийцу своего отца. С 2006 года контролирует бизнес азербайджанцев в Москве.